Кому весна, а кому жизнь не мила. По данным регионального министерства здравоохранения, примерно 5% жителей Тверской области подвержены тем или иным аллергическим реакциям. Кому-то противопоказано иметь домашнего питомца, кто-то вынужден воздерживаться от употребления тех или иных продуктов. Однако самая распространенная аллергия носит сезонный характер и связана с весенним цветением растений, в первую очередь деревьев. Если пациенты, или человек в настоящее время, в весенний период, апрель, май, начало июня, испытывает такие симптомы, как заложенность носа, слизистое выделение из носа, зуд глаз, слезотечение, может быть кашель, может быть даже это дебют бронхиальной астмы, аллергического бронхита, иначе говоря, это аллергия. Называется деревянный полинос. Свое название полинос получил от латинского слова «полен», что значит «пыльца». Микроскопические зерна, попадая в органы обоняния и осязания человека, вызывают специфическую реакцию организма. Считается, что аллергенами являются порядка 100 видов растений, в их числе акация, дуб, вяз, ель, ольха, орешник. В Тверской области главный весенний аллерген – это береза, говорят специалисты. Вот в этом году береза начала пылить 17-20 апреля. Пик уже вот этого пыления пройден, она заканчивает уже пылить, концентрация пыльцы снижается. Кстати, об этом можно узнать, есть интернет-сайт для аллергиков, называется это пыльцевой мониторинг, где отслеживается ловушками в Москве концентрация пыльцы. Обычно склонность к аллергическим реакциям наследуется от близких родственников, говорят специалисты. Проявиться она может не сразу. Человек, ни разу не болевший аллергией в детстве, способен впервые перенести ее уже в зрелом возрасте. Вот этот тип заболеваний имеет, скажем так, дебюты его в разных возрастных периодах. Это детство, это после 18 лет и где-то до 45 лет. Если до 45 лет дожил без полиноза, то уже не грозит. Впрочем, помимо наследственных аллергиков, существует и так называемая группа риска. Это люди с ослабленным иммунитетом, низкой стрессоустойчивостью и неправильным питанием. К слову, жители крупных городов больше предрасположены к аллергическим реакциям, нежели население сельской местности. Это связано с неблагоприятной экологией мегаполисов. Полностью излечиться от аллергии нельзя, говорят специалисты. Однако можно минимизировать степень проявления специфических реакций. Первое, что нужно сделать, это постараться избегать контакта с аллергеном. К примеру, от пыльцы способна защитить обычная марлевая повязка. Не советуем в этот период времени выезжать в лес, например, березовую рощу. Не нужно ходить пациенту с аллергией на березу. Есть определенные рекомендации по диете, какие продукты не рекомендуется употреблять в каждом конкретном случае. Тем, у кого аллергические реакции протекают особенно сильно, помимо марлевой повязки и диеты, может понадобиться медикаментозное лечение. В первую очередь речь идет о приеме антигистаминных препаратов. И все же первое, что должен сделать человек, впервые обнаруживший у себя симптомы аллергии, это проконсультироваться с врачом. Ведь только узкий специалист способен оказать аллергику квалифицированную помощь. Денис Ренов, Илья Чечин, телеканал «Пилот».